Всем привет, вы на канале Польза.нет Live, меня зовут Саня и здесь только подробные обзоры с целью сэкономить вам средства. И сейчас вы видите обзор на смартфон под неймингом Asus Zenfone 11 Ultra. Спасибо мне, что я его купил, спасибо мне, что я попал с этой покупкой, как всегда, с Asus на 1015. Почему? Потому что, если вы обратите внимание на ценники, они после вчерашнего моего обзора магическим образом просели где-то на как раз 10 с лишним тысяч рублей. Почему? Все довольно просто. Вы думаете, что производители не смотрят обзоры, смотрят, особенно смотрят не производители, а собственно маркетологи, которые пытаются продавать нам железки задорого. Но это все лирика, не лирика. Подпишитесь на канал с колоколом, обязательно оставьте больше 5 слов под обзором. Для чего? Для того, чтобы помогать проекту, я продолжал подобный банкет. Поверьте мне, никому не хочется, чтобы его камера, смотри как, в обзоре одним кадром соперничала с остальными смартфонами. Вообще, вы заметили, что, кстати, вот эти а-ля утрированно войны между корпорациями, они довольно стали такими лояльными, то есть никто не хейтит камеры, прям хейтит, все а-ля сравнивают, но очень-очень лайтово, никто не пытается найти глюки, никто не пытается форсить какие-то негативные моменты, и это тоже лирика. Если кратко, основной канал Польза.нет, 453 тысячи подписчиков, там полноценный обзор уже на этот смартфон есть, на Польза стримы уже есть прожарка полноценная его. Здесь у нас 3 режима работы у микрофона. Один шумоподавление, один HDR, чтобы это не значило для микрофона. И вот сейчас это 3D, это штатный режим у микрофона. Съемка ведется в 4К 60 FPS, в 8К смысла снимать нет. Почему? Потому что YouTube пока не воспроизводит 8К. И, как всегда, повторяюсь, что я беру смартфон, иду по одному и тому же маршруту, примерно в одно и то же время, примерно с одним и тем же лицом. И вы всегда можете на канале посмотреть просто бешеное количество подобных обзоров. Также послушать, допустим, как кто писал мой голос по поводу микрофонов. Здесь у нас направленного микрофона нет, к сожалению. И оценить, насколько приятнее взгляду, глазу вам один или другой смартфон. Что там с размытием, что с автофокусом, который бывает... Смарты просто-напросто теряют. И это, конечно, печаль. Но начнем все-таки обзор. Подпишитесь на канал с колоколом. Подпишитесь на телегу скидок взаимопомощи. Мой личный телеграм-канал. На основном канале, кстати, я по одному смартфону в месяц разыгрываю. Начну первые 3 месяца по одному Poco X6 Pro буду разыгрывать. Вот такой вот смарт. 3 минуты уже мы отснимали. Максимум зум X4 с основного модуля, разумеется, в 4К 60 FPS на ультраширик не перейти. И если говорить про комплект, там идет, по идее, 67 Вт зарядка с ним, но у меня в комплекте не было ничего. Покупал я, как и вы, на Али, можете написать продавцу, либо как кто-то еще, может быть, будет покупать. В целом, есть чехол, плюс отсутствует защитная пленка на экране. И что еще из интересного? Разумеется, слот под извлечение сим-карт, карты памяти запихивать, разумеется, нельзя. Инфракрасника здесь нет, но здесь есть мини-джек. И это хорошо. Почему хорошо? Потому что мини-джек это всегда хорошо, еще учитывая, что здесь IP68. То есть я его топил, с ним все хорошо. Очень странно, что народ написал, при отсутствии защиты от влаги Sony его топят. IP68 подразумевает, что вы с ним чуть ли не плавать можете, утрированно. Понятно, что вам вряд ли кто-то будет его менять, но поэтому я и тестирую его. Может быть, вы живете в Поднебесной, либо где-то рядом, либо брать будете через официальный магазин, и там уже будет гарантия. Мне кажется, даже на Али есть какая-то глобальная гарантия, но я по поводу нее не афиширую, потому что сколько бы я ни сталкивался вот с этими приколами с гарантией, мне как-то не везло. Вам вполне возможно везет, но повторяюсь, что это не моя история. Это история тех, кто говорит, вот там магазин такой-то. Выбирайте магазин сами, уточняйте по поводу гарантии и оценивайте риски. Потому что гарантия может закончиться там, где какие-нибудь там санкции будут, не будет каких-нибудь железок, как с ноутбуками. Очень часто бывает с всякими системами охлаждения. Вот. И все это происходит долго, мучительно, и потом виноват тот, кто советовал. Мое дело показать вам само устройство и рассказать о нем. Если говорить про зарядник.
Если не использовать его штатный зарядник, которого у меня в комплекте не было, заряжается он где-то час 10, час 20. Это очень долго. Если использовать штатный, он, по идее, должен заряжаться за минут 55. В чем я, кстати, сильно очень сомневаюсь. Но не будем о грустном, будем о веселом. А веселом это о чем? Вот у меня есть смартфон. Я чуть-чуть уйду в никуда. Почему в никуда? Потому что Zenfone всегда для меня, особенно последние 9-10, это были компакты. И мы их покупали, потому что они компакты, потому что они как Samsung S-линейки, допустим, 23, 22, 21, маленькие, простые, но со своей изюминкой. И да, я бы, по идее, должен был начать с того, что у этого смартфона, в отличие от, допустим, тех же Samsung с 7 годами обновлений всего 4 года. 2 года обновлений ПО и еще плюс 2 года обновлений безопасности. То есть, по большому счету, еще учитывая, как Asus выгружают эти обновы, ну, можно сказать, что обновлений у вас почти не будет. И с момента уже выпуска прошло там 4 месяца, минус 4 месяца. То есть, у нас осталось для обновлений сколько? Из 24 20 месяцев. Насколько это волшебно? Ни насколько. Потому что 20 месяцев обновы за смартфон, который стоит 8 сотен баксов, бренда, который выпускает ноутбуки, такое себе. Но, опять же, здесь у кого какой подход. По поводу внешности. Смотрите, они выгрузили нам Asus Zenfone 8. Точнее, не Zenfone, а ROG Phone 8. И он фактически как и 11 Ultra. Мы можем с вами поспорить. И, разумеется, сказать, что они чем-то отличаются сильно. Но, по мне, отличие минимально внешне. И самое ужасное, о чем я еще раз повторяюсь, что они были уникальными, они были малогабаритными. Сейчас это большие габариты. Мини-джек есть, IP68 есть. Плотность пикселей ниже, чем 400 ppi. Напоминаю, что по мне флагманская плотность начинается от 500 ppi. Понятно, что все сейчас вспомнят айфоны. Я скажу, что мне не важно, потому что все равно это дело покупают лучше, чем любой Android. И по причине того, что средняя температура по больнице вот такая. У Android под 500 ppi, еще у Sony есть 600 ppi. Если говорить про, допустим, какие еще смартфоны. Про, опять же, этот Zenfone. 144 Гц в определенных играх он дает. В основном 120 Гц. И насколько это полезно для вас будет в данном смарте, который не является игровым, я не знаю. Почему? Потому что он на 20% дороже, чем ROG Phone 8. Окей, перешитый, но все равно это те же тапки, только в профиль. И все мои рассуждения сейчас, они сводятся к тому, что не стоит смотреть на этот Victus 2 защитное стекло. Нет смысла мне сейчас вам рассказывать про то, что он у меня не прошел Antutu стресс-тест. 45 минут он не смог пройти, выше 55 градусов нагрелся, и впервые за 6 лет моего блогинга у меня какой-то смартфон разогрелся так, что крышка была 53 градуса. В моем ролике можете посмотреть там видеопруфы. Но в то же время, несмотря на такие проблемы, у него классическим образом не сбрасывается яркость. То есть у него пиковая яркость у экрана 2200 люксов. Это космос. 1100 люксов у него при игре. То есть обычная яркость 990-980 люксов. Но ты начинаешь играть, он повышает яркость, и яркость он не сбрасывает. По поводу поедания батареи. У него поедание батареи примерно происходит в районе 22-28% в зависимости от игры. То есть в PUBG у вас будет 22% в час, в New State будет PUBG New State будет 22% в час с 90 FPS стабильными, тач отличный. В Genshin Impact будет 28. И это не особо и важно, потому что несмотря на то, что они здесь оставили один Type-C-шник, а не два, как ROG Phone 8, здесь у нас есть обходная зарядка. Что это значит? Вы будете играть напрямую от питания, минуя аккумулятор. И удобно ли это? Однозначно да. Комфортно ли расположен Type-C-шник? Ну, по сравнению с 8-м ROG Phone, когда у тебя есть два варианта, как его подключить, нет. А так в целом да. Разумеется, на него можно вешать также ROG
Могу вам рассказывать, что баллы Antutu он показывает 2 миллиона 200 тысяч. После 3 прогонов 1 миллион 400 тысяч. После первого прогона он сбрасывает яркость, потом почему-то после второго прогона он восстанавливает яркость. Звук здесь класс, вибро не хватает из-за того, что масса устройства довольно большая. Если говорить про съемку, сравнивал я его с, по-моему, Meizu 21 Pro в обзоре. Посмотрите, я думаю, что вам будет интересно. И... нет, его я сравнивал с, получается, и с Meizu, и с Samsung S24 Plus. Вот. Ну, в целом, железка интересная. Но из-за ПО, из-за того, что он не оправдал мои конкретные ожидания, я не понимаю, зачем они выгрузили это устройство, без разницы за какие деньги, потому что у них есть ROG Phone 8, тоже на Snapdragon 8 Gen 3, и он ничем не отличается. Вот вообще ничем. Кроме того, что здесь нет RGB подсветки, здесь нет второго Type-C-шника, как у ROG Phone 8, ну и триггеров нет. Все. Вот чем отличается 11 Ultra. Там где-то блок камер, если вы мне расскажете про сенсоры и все остальное, но это как Realme 12 Pro Plus за 28-29 тысяч. Вот такого класса устройства по съемке. Да, в него классно играть, но где триггеры и где еще один Type-C-шник? И почему цена выше, чем на ROG Phone 8? Хотя... По большому счету, это урезанная его копия. В чем он лучше? Ну, напишите. Я еще поспорю. Понятно, что дисплей от 1 Гц до 120, опять же, 144 Гц в играх. Понятно, что ПО будут обновления, но повторяю, что обновления будут только 2 года, притом по отзывам Азусов они приходят не особо классно у них, в отличие от ROG-фонов. На ROG-фоны они на игровые выгружают довольно часто, интересно. Надеюсь, что оставите комментарии, напишите в комментах, что бы вы еще хотели узнать по поводу этого смартфона, хотя полноценный обзор уже на канале, и я его не понял. Он не компакт, он не игровой, как у них есть, и он ничем не отличается по мне от игровых. Все эти там фишки из разряда Android Auto, отсутствие eSIM и еще каких-то вещей, они до такой степени не важны, когда ты смотришь на стоимость его, на ROG Phone 8, смотришь в глаза вот этих чуваков, которые выгружали ROG Phone 8 и после этого 11 Ultra, и хочется спросить, вы там чего курите? Ну что-то серьезное, потому что это одинаковые смарты. То есть я понимаю китайцев, которые выгружают Realme, Redmi и Poco в китайской версии, продают полгода это дело по дешевке у себя, а потом выводят на глобалку за космический ценник, ждут людей, которые по каким-то неясным мне причинам без распродаж это дело накупят, и потом также скидывают за копейки. У них алгоритм отработан. Asus, у вас в чем алгоритм? Кто-то должен был отработать просто бюджет и сказать, что мы вот еще одну модель сделали. Ну, обзор у них классный, посмотрите, там у них много их, я думаю, еще рекламные у них будут. Очень на это надеюсь, потому что я хочу посмеяться. В целом, для игр смарт классный и вообще классный во многом, но стоимость до такой степени оторвана от реальности во всем, что ты диву даешься. Подписывайтесь на телеграм-канал скидок взаимопомощи, мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Огромное спасибо за просмотр. Девайсу в отрыве от стоимости однозначно да. Без отрыва от стоимости отличный ROG Phone 8, точнее, ну вы поняли. Только за адекватный ценник. Добра и удачи вам, дорогие друзья.